Для вязания мне потребуется 2 мотка трикотажной пряжи Biscuit. У меня это цвет хурма и крючок номер 8. Для этой сумочки я буду использовать узор звездочки, но я буду делать его не таким пышным, как обычно я делаю. Буду делать его всего с одним накидом. Делаю первую петлю. Вот этот узелочек будет считаться первым отверстием, куда я буду делать первый лепесток. Дальше делаю воздушную петлю от первого лепестка. Затем вставляю крючок в это отверстие в начальное, подхватываю рабочую нитку. И когда у меня на крючке будет 2 петли, я провязываю их вместе. То есть в данной сумке у меня узор будет образовываться из 2 петель. Не забываю делать закрепку в этом узоре. То есть, когда я провязываю петли вместе, я придерживаю рабочую нить пальцем. Вот так. Затем вставляю крючок вот в это отверстие, где у меня палец. Подхватываю снова рабочую нить и делаю закрепку. Все узелочки можно подтянуть. Снова делаю воздушную петлю для второго лепестка. Вставляю крючок теперь опять в закрепку. Вот эта точка. Вот сюда я и вставляю в закрепку. Подхватываю рабочую нитку. У меня снова на крючке 2 петли. И их я буду провязывать вместе. То есть в этом узоре лепесточки будут состоять всего из 2 петель. Провязываю их вместе, при этом придерживаю пальцем рабочую нитку для того, чтобы сделать закрепку. Два лепестка готовы. Делаю третий, снова начинаю с воздушной петли. Дальше в закрепку вставляю крючок. Вот сюда. Подхватываю рабочую нитку. Получаю на крючке 2 петли и провязываю их вместе. Не забываю делать закрепку. Вот получилась у меня цепочка из 3 лепестков. Дальше я начну их обвязывать вот так вот по кругу, тем самым формирую донышко. И первый элемент, который мне нужно будет сделать, это опять лепесточек, точно такой же, только 4. Делаю сначала воздушную петлю для этого лепесточка. Затем вставляю крючок в закрепку вот сюда. Подхватываю рабочую нить. Получаю на крючке 2 петли и провязываю их вместе. Не забывая при этом сделать закрепку. Четыре лепесточка готовы, и пока не очень понятно, что должно получиться. Следующий лепесток будет тройным. Я делаю опять воздушную петлю для первого лепестка, вставляю крючок вот в эту закрепку, то есть вот сюда. Подхватываю рабочую нить и вывожу ее. Дальше делаю накид и вставляю крючок в следующую закрепку, вот сюда. Снова подхватываю рабочую нить и снова вывожу ее. Получается у меня на крючке сейчас 4 петли. И делаю еще 3. Снова делаю накид. И вставляю крючок уже в следующую точку. Это вот сюда. Подхватываю петлю и вывожу ее. И вот когда у меня на крючке образуется 6 петель, я все их провязываю вместе. И не забываю сделать при этом закрепку, точно так же, как и на предыдущих шагах. И провязываю их вместе. Делаю закрепку. Вот так должно получиться.
То есть, видите, у меня образуется уже первый треугольничек. Следующий лепесток опять будет тройным. Опять делаю воздушную петлю для первого лепестка. В данном случае, в этом узоре, первый лепесток всегда начинается с воздушной петли. Вставляю крючок вот в эту точку, вот сюда. То есть это точка, которая образуется от закрепки. Подхватываю рабочую нить, вывожу ее. Снова делаю накид. Затем в основание, вот сюда. Две петли на крючке. И третью. Вот сюда. Три петли на крючке. Провязываю все эти 6 петель вместе и не забываю сделать закрепку. Вот так. И снова следующий лепесток опять будет тройной. Снова делаю первую петлю, первую воздушную петлю для первого лепестка. Затем вставляю крючок в точку, которая образует закрепка. Подхватываю рабочую нить, получаю 2 петли на крючке. Затем в точку, откуда уже выходит лепесточек предыдущий, то есть в основании, делаю накид и вставляю крючок в эту точку. 2 лепесточка у меня готово. Снова делаю накид. И вот у меня остается последняя точка. Это был наборный узелочек. Вот сюда вставляю крючок. И когда у меня получается 6 петель на крючке, я провязываю их все вместе. Делаю закрепку. Подтягиваю наборный узелочек, чтобы он никуда не делся. Вот такая получается деталь. Следующий лепесток будет вот в эту точку и вот в эту точку. То есть он будет двойным. Итак, снова делаю воздушную петлю для первого лепестка. Затем вставляю крючок в закрепку, подхватываю рабочую нить, получаю 2 петли на крючке. Делаю дальше накид и вставляю крючок опять вот в эту точку, основание. И снова подхватываю петлю, получаю 2 петли на крючке. Получаю 2 лепесточка на крючке, и их я провязываю вместе. 2 лепесточка — это 4 петли, не забывая про закрепку. Итак, как не ошибиться в этом полотне, когда вы вяжете по кругу? Смотрите, сейчас я пытаюсь сформировать вот этот вот цветочек, который будет центральным как бы в этом углу. Из каждого углового цветка, как в принципе из каждого полного цветка, должно выходить 6 лепестков. Смотрите, сейчас у меня 1, 2, 3. Выходит 3 лепестка из этого углового. То есть я буду делать двойные лепестки, пока у меня не будет выходить 5 лепестков. И затем, как только у меня будет 5 лепестков из этой вершинки, я сделаю тройной лепесток. И так начинаю делать двойные лепестки. Делаю воздушную петлю для первого лепестка. Затем вставляю крючок в закрепку, подхватываю рабочую нить, получаю 2 петли на крючке. Дальше делаю накид и вставляю снова в центральную вот эту вот вершинку. Снова получаю
еще 2 петли на крючке, итого 4. И дальше делаю закрепку. Считаю количество лепестков, выходящих из этой вершины. 1, 2, 3, 4. Их 4. Значит, дальше я снова делаю двойной лепесток, пока у меня не будет 5 лепестков из одной вершины. Воздушная петля для первого лепестка. Вставляю крючок в закрепку. Вывожу нить накид. И снова делаю лепесток в вершинку. Закрепку. Смотрите, теперь у меня 5 лепестков из одной вершины. 1, 2, 3, 4, 5. И можно сделать тройной лепесток. Тройной лепесток, он переходит к следующей точке, потому что у него один лепесточек вот так, второй вот так идет, и третий идет вот так. А двойной лепесток, он разворачивается вокруг вершинки, потому что один его лепесточек горизонтально, и другой идет в вершинку. То есть двойные лепестки мы делаем тогда, когда нам нужно повернуться вокруг какой-то точки. Когда нам нужно перейти по прямой к следующей точке, мы делаем тройные лепестки. Дальше делаем тройной лепесток. Воздушную петлю для первого лепестка. Затем крючок в закрепку. Вывожу петлю. Накид. Делаю второй лепесток. Накид. И делаю третий лепесток. Провязываю все петли на крючке вместе, не забывая сделать закрепку. Дальше я вяжу по прямой и снова делаю тройной лепесток. Воздушная петля подъема, крючок в закрепку. Получаю 2 петли на крючке. Накид. Сначала в первую вершинку. Снова накид. И во вторую вершинку. Все петли на крючке, а их у меня 6, провязываю вместе. И делаю закрепку. Следующий лепесток опять тройной. Первая воздушная петля для первого лепестка. Крючок в закрепку. На крючке у меня 2 петли. Дальше делаю накид. Затем вот в эту сердцевинку крючок. Четыре петли. Снова накид. И я подхожу к следующему углу. И вот в эту сердцевинку я тоже делаю одну петлю. И таким образом у меня получается 6 петель на крючке снова, которые я провязываю вместе. И я не забываю про закрепку, как всегда. Вот теперь я подошла к вот этому углу. Это второй угол. Из него сейчас выходит 4 лепестка. Следующий лепесток будет двойной. Воздушная петля для первого лепестка. Вставляю крючок в закрепку, подхватываю петлю, делаю накид. Затем крючок в сердцевинку вот этого углового лепестка. И дальше провязываю 4 петли, которые на крючке вместе. Не забывая про закрепку. Итак, я получаю 5 лепестков из углового цветочка. Но мне нужно иметь 6 лепестков, поэтому сюда нужно сделать еще один. Это будет тройной. То есть один лепесточек это будет начальный, затем второй вот в эту сердцевинку, и третий будет соединительный, который будет заканчивать вот эту планку. Итак, делаю снова воздушную петлю для первого лепестка, вставляю крючок в закрепку, подхватываю нить, накид, в сердцевинку, в угловую сердцевинку крючок, 2 лепестка готовы, и третий вот сюда будет
накид. И таким образом ряд у меня закончится. Вот. 3 лепестка у меня на крючке, это 6 петель, и я провязываю их вместе. Так, первый ряд у меня готов. И если вы обратите внимание на фигуру, которая получается при вязании этим узором, это всегда получается шестиугольник. В данном случае это тоже шестиугольник, просто у него вот эти две стороны несколько длиннее, чем вот эти две стороны, да, то есть он вытянут вот так получается. Давайте отметим углы этого шестиугольника. Я вот специально нарезала контрастной нитью, чтобы отметить углы. Вот я разметила контрастными нитями углы этого шестиугольника. 6 нитей, 6 углов, по 3 с каждой стороны. И я перехожу к вязанию второго ряда. Второй ряд будет начинаться с двойного лепесточка. Делаю воздушную петлю подъема. Затем вставляю крючок вот сюда, в первый в центральный угол. Вывожу одну петлю, делаю накид и в следующий угол. И вывожу еще одну петлю. Провязываю эти 4 петли вместе, не забывая про закрепку. Смотрите, из каждого угла должно выходить 6 петель. Контрастной нитью я отметила углы. Из этого угла, который я вяжу сейчас, выходит 1, 2, 3, 4. У меня выходит 4 петли. Мне нужно, чтобы выходило 6 петель. Но 6-я петля, она самая последняя. Она делается всегда тройным лепестком, если это только не заканчивающий лепесток в ряду. Да? Ну, у меня ряд только начался. Вот. Поэтому пока у меня не будет 5 лепестков из одной точки, я буду делать двойные лепестки. Как только я получаю 5 лепестков из одной угловой точки, я делаю 6-й лепесток тройным. Мне кажется, это очень легко понять эту схему и очень легко не сбиться. То есть дальше я снова делаю двойной лепесток. Все точно так же. Двойные лепесточки, они позволяют просто развернуться вокруг какой-то точки, а тройной лепесток позволяет идти дальше по прямой. Вот сейчас я разворачиваюсь вокруг этой точки, потому что это у меня угловая точка. Доделываю двойной лепесток. Закрепка. Можно опять пересчитать. 1, 2, 3, 4, 5. 5 лепестков из угла я получила. И дальше я делаю тройной лепесток. Делаю снова воздушную петлю. Вставляю крючок в закрепку. Первый лепесток готов. Дальше. Как раз в точку разворота. Второй лепесток. И вот третий лепесток мы делаем в следующий шаг. Вот сюда. То есть этот цветочек мы оставляем. Мы его доделываем. Все, он у нас готов. Тройной лепесток. Вот так. Вяжу тройными лепестками до следующего угла, вот до этой точки. Я довязала до следующего угла, отмеченного маркером, тройными лепестками. Теперь в этом углу у меня опять 1, 2, 3, 4 петли из этой точки, то есть я делаю двойной лепесток. Он образует у меня пятый лепесток из этой точки, и, соответственно, следующий будет тройным. Тройной лепесток.
Я уже не буду рассказывать, как я делаю тройной лепесток, я думаю, все уже это запомнили. Я перешла к следующему углу. Из следующего угла опять считаю 1, 2, 3, 4. 4 лепестка выходит. Соответственно, следующий лепесток должен быть двойным. Делаю двойной лепесток. Ну и, соответственно, теперь из этой точки у меня выходит 5 лепестков, да, это хорошо видно, 1, 2, 3, 4, 5. Значит, следующий лепесток будет тройным. Помните, что тройной, он всегда последний, он завершает угол. А двойные лепесточки позволяют нам сделать разворот. Ну и я сразу же оказываюсь у третьего угла с этой стороны. И здесь опять считаю 1, 2, 3, 4. 4 лепестка, значит я делаю двойной лепесток в эту точку. Так. Ну теперь лепесточков из этого угла у меня 5, и я делаю тройной лепесток. Вяжу тройными лепестками точно так же по прямой вот до этого угла, который у меня обозначен контрастной нитью. Итак, я дошла до следующего угла, и здесь все точно так же. Я смотрю, из него выходит только 4 лепестка, и делаю двойной лепесток для поворота. Итак, теперь из этого угла у меня выходит 5 лепестков. 1, 2, 3, 4, 5. Значит, следующий лепесток я вяжу тройной. И делаю закрепку. Смотрите, я подошла сразу же к следующему углу. Этот угол у меня начинал этот ряд, и я считаю, сколько лепестков в этом углу. 1, 2, 3, 4, 5. То есть мне нужно сделать сюда еще один. Соответственно, мне нужно сделать тройной лепесток. Делаю первый лепесток, второй, а третий будет вот сюда, в вершинку, которая начинала этот ряд. И третий. И закрепляюсь. Второй ряд у меня готов, маркеры можно уже удалить. И дальше давайте расставим маркеры в третьем ряду, для третьего ряда. Точно так же отмечаю центральные углы. Вот. И по 2 петли влево, по 2 лепестка влево я отмечаю, это будут не центральные углы в этой части. И 2 лепестка вправо, то есть вот сюда.
но их хорошо видно, да, то есть вот, это углы. Точно так же с этой стороны делаю разметку. Третий ряд. Вязание каждого ряда начинается с двойного лепестка. Дальше я делаю тройной лепесток. Оказываюсь у одного из углов, считаю, сколько из него выходит лепестков, их 4. Значит, мне нужно дальше сделать двойной лепесток для разворота. Теперь у меня выходит 5 лепестков из этого угла, и дальше я делаю тройной лепесток. Вяжу тройными лепестками до следующего угла. Дошла я до следующего угла. Здесь, как всегда, сначала 4 лепестка из одной точки, поэтому я делаю двойной лепесток. Теперь у меня 5 лепестков из одной точки, и значит, мне нужно сделать тройной лепесток. Далее опять делаю тройной лепесток. То есть, если я не в углу, то я делаю тройной лепесток всегда. А вот теперь я оказываюсь в углу, и я считаю лепестки из этого угла, их 4. Значит, я делаю двойной лепесток для разворота. Теперь у меня 5 лепестков из этой точки, и я дальше делаю тройной лепесток. Закрепляюсь. Следующий лепесток у меня снова тройной.
И снова закрепляюсь. Опять я оказалась у угла, вот он отмечен контрастной нитью. Значит, мне нужно сделать двойной лепесток, так как в этом углу у меня только 4 лепестка. 4. Теперь из угла у меня выходит 5 лепестков, и я делаю дальше тройной лепесток. Вяжу по прямой тройными лепестками до следующего угла. Итак, я дошла до первого угла на противоположной стороне. Считаю лепестки. 1, 2, 3, 4. Их 4. Значит, мне нужно сделать двойной лепесток. Теперь у меня будет 5 лепестков. 1, 2, 3, 4, 5. И, соответственно, я делаю тройной лепесток. Закрепляюсь. Дальше я снова делаю тройной лепесток, потому что я нахожусь не в точке, где у меня угол, я нахожусь вот в этой точке, по прямой. А по прямой у меня всегда идут тройные лепестки. Итак, я подошла к началу своего ряда. Здесь у меня тоже угол. Давайте посчитаем. Здесь 1, 2, 3, 4, 5. У меня выходит 5 петель из этой сердцевинки. Значит, мне нужно сделать тройной лепесток, который одновременно будет являться еще и соединением начала и конца ряда. Ну и третий я делаю вот в эту вершинку, в начальную вершинку. И дальше закрепляюсь. Итак, третий ряд у меня готов. Дальше можно удалить контрастные нити, они больше не нужны. Оставим только одну. Она будет отмечать начало ряда. Смотрите, на этом донышко моей сумочки закончено. И дальше я перехожу на вязание стеночек. Я забываю про все углы, что были у меня до этого. И начинаю просто вязать. Первую петлю, как всегда, начинаю с двойного лепестка. А вот дальше я буду вязать просто тройными лепестками по кругу до конца ряда. Делаю тройной лепесток. Я уже не обращаю внимания ни на какие углы.
Ну и так до конца ряда, а в конце сделаю соединение. Итак, я связала 4-й ряд, и мне остается связать лишь один лепесток, но мне нужно будет сделать его одновременно с закрепкой, со соединением начала и конца этого ряда, поэтому я буду делать его четверным. Два. Третий. И вот в эту точку, в самую первую начальную точку, я делаю еще один лепесток. Он будет 4-й в этом цветочке. И все эти петли, которые у меня на крючке, я провязываю вместе и не забываю при этом про закрепку. Итак, у меня готов 4-й ряд. Вот, посмотрите, у меня уже стали образовываться стеночки, потому что этот ряд фактически я связала без прибавок. То есть этот ряд был первый ряд для стеночек. Все остальные ряды вяжутся точно так же, как 4-й. То есть начинаете с двойного лепесточка, потом тройные лепесточки по кругу до конца ряда и заканчиваете этот ряд четверным лепестком. Продолжить вязание на нужную высоту. Итак, я связала еще 8 рядов для стеночек. Без прибавок и без убавок. Итого сейчас у меня 9 рядов. И следующий 10-й ряд у меня будет последний, но он будет немножко отличаться от предыдущих 9 рядов. В 9-м ряду я не буду делать вот эту горизонтальную перемычку, чтобы он был не таким пышным. Итак, снова начинаю с первого пышного лепестка. Делаю воздушную петлю для него. Все точно так же. Делаю второй пышный лепесток. Провязываю их вместе. Делаю закрепку. А вот дальше я не делаю ничего. То есть я сразу перехожу к вязанию следующего лепестка. И следующий лепесток будет снова двойной. То есть снова делаю накид. Дальше вставляю крючок вот в эту точку. Опять накид. И в следующую точку. И провязываю их вместе. Закрепку. То есть снова делаю сначала накид, затем вставляю в первую точку, снова накид, затем в следующую точку. Дальше провязываю эти два лепестка вместе. Делаю закрепку. То есть получается у меня вот этот цветочек как бы из предыдущего ряда доделывается, а новый я не начинаю. Я не начинаю делать у него вот эту горизонтальную, вот этот горизонтальный лепесточек. У него получается просто косички по краю. Ну и так до конца ряда. Последний лепесток в этом ряду. Он тоже будет двойной. Делаю закрепку. Дальше я отмечаю примерно 2 метра 60 сантиметров и отрезаю хвостик.
Делаю бесшовное соединение ряда с помощью протяжки, вытаскиваю нить. Вставляю нить под первую горизонтальную петлю этого ряда. Это будет вот эта петля. Подхватываю рабочую нить и вывожу ее наизнанку. Завожу крючок в петлю, откуда выходит нить. Вот так. Снова подхватываю рабочую нить и снова вывожу ее. И я сделаю еще отделочный ряд из соединительных столбиков по краю сумочки. Вставляю крючок под обе дужки косички, которая идет под край. Подхватываю рабочую нить, вытаскиваю петлю, затем в следующие обе дужки. Когда у меня 2 петли на крючке, я одну петлю протаскиваю через другую. Под косичку крючок, подхватываю нить и одну петлю через другую. Продолжаю так вязать до конца ряда. Последняя петля в этом ряду. Вытаскиваю хвостик и снова соединяюсь бесшовно. Вставляю крючок под первую петлю. Вот она. Подхватываю рабочую нитку, вывожу ее и затем вставляю крючок с изнанки в последнюю петлю. Вот так. Снова подхватываю рабочую нить и снова вывожу ее. На этом сумочка у меня закончена. Мне остается лишь спрятать хвостики. Давайте измерим эту сумочку. Итак, в высоту она где-то приблизительно 20-21 сантиметр. Донышко 12. И где-то примерно 19 сантиметров донышко в длину. Эта сумка у меня сумка-торба, и, соответственно, складываться она будет примерно вот так. Для чего мне нужно еще связать кулиску. Для кулиски в качестве концевиков у меня заготовлено 2 вот таких шарика. О том, как связать такие шарики, у меня тоже есть видео. Вы найдете его вот здесь по подсказке, либо внизу в инфобоксе. Смотрите, в том видео шарики связаны, лепестки этих шариков связаны пышными столбиками с 2 или с 3 накидами. Для этой же сумки я связала эти шарики пышными столбиками, только с одним накидом. Ну, точно так же, как и всю сумку. Для кулиски я отрезала нить примерно 1,70 м. Возьму один шарик. И вставлю конец этой нити в этот шарик. Вот так. Сложу нить пополам. Ну а дальше просто скручиваю оба конца нити в одну и ту же сторону. То есть я буду вращать по часовой стрелке один конец. И точно так же затем я буду вращать по часовой стрелке другой конец. Пока у меня не станет такой плотно
скрученный жгут. Когда плотность моего жгута станет достаточной, я просто завяжу второй конец на узелочек. А жгут расправлю. Вот так. Теперь беру сумку, складываю ее и вставляю свою кулиску в сумку. Поправляю нить и привязываю второй шарик. Снова вставляю крючок в шарик, подхватываю одну нитку, делаю узелок со второй, и затем просто прячу узелок внутри шарика. Дальше это место, чтобы узелочек не выскочил, можно просто вот так подшить обычными нитками. Вот такая вот кулиска получилась у меня, смотрите. Вот так затягивается эта сумочка. И дальше можно просто завязать ее на узел. А в качестве концевиков у нее вот такие шарики. Вот такая вот сумка получилась у меня. Я добавила к ней еще ручку на 2 карабинах. Про эту ручку я сделаю отдельное следующее видео, а пока можете заглянуть в мой плейлист. Там тоже очень много интересных ручек, которые сюда прекрасно подойдут. На этом у меня все. Если вам понравилось мое видео, не забывайте про свои лайки, подписывайтесь на канал, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пока-пока!